Китайская поговорка гласит: «В спокойные времена авантюристы сидят в тюрьме, а в беспокойные становятся императорами». В XX веке правоту древней китайской мудрости подтвердила современная наука. Оказывается, у великих ученых, героев, первооткрывателей и неординарных преступников действительно есть нечто общее на генетическом уровне. Ген авантюризма, аллель 7 R-гена DRD4, еще в 1999 году открыла под руководством ученого Чуан Шэньчэна группа генетиков из Калифорнийского университета. 7R на самом деле не так уж редок. Такую вариацию гена на планете имеет примерно 20% людей, то есть каждый пятый. У остального человечества он чаще всего присутствует в виде 4R. Сопоставив 7R с моделями поведения их носителей, ученые выяснили, что он усиливает склонность людей к риску, поиску новых впечатлений, импульсивности и гиперактивности. Поэтому ген авантюризма иногда еще именуют геном любопытства или геном новых впечатлений. Последующие за открытием 12 лет исследований калифорнийских ученых показали, что чаще всего 7R встречается у людей, чьи предки в поисках лучшей доли покинули свою историческую родину. То есть, в генетическом смысле, американцев, европейские предки которых с неукротимой энергией бросились осваивать Дикий Запад, можно смело назвать нацией авантюристов. Частота встречаемости аллеля 7R в разных человеческих популяциях варьирует от 0 до 78%. Это значит, что существуют более и менее авантюрные народы. Чаще всего он встречается у американских индейцев, реже всего у жителей Восточной Азии. В Европе же наибольшими авантюристами оказались ирландцы, народ, импульсивный характер которого хорошо известен. Дальнейшее изучение в этом направлении гена авантюризма вслед за американцами продолжили бразильские генетики. Они проанализировали распределение частот аллелей DRD4 у южноамериканских индейцев, и оказалось, что в племенах, которые недавно вели образ жизни охотников-собирателей, ген авантюризма встречается чаще, чем у оседлых народов, издавна занимавшихся сельским хозяйством. Более поздние исследования обнаружили повышенный процент аллеля 7R у тюрков и монголов, предки которых вели кочевой образ жизни. Образ жизни кочевников, охотников и собирателей приводил к тому, что гиперактивность, импульсивность и активное поисковое поведение могли давать адаптивное преимущество. А вот переход к оседлости и земледелию делал его фенотипические проявления скорее вредными, чем полезными. Неудивительно поэтому, что в Восточной Азии, где давно существовали мощные централизованные государства, аллель 7R столь редок. Примерно 150 тысяч лет назад по непонятным нам причинам человеческая популяция почти вымерла, сократившись до 10 тысяч. Это значит, что значительная часть генофонда была утрачена. Во время перехода через это бутылочное горлышко как раз и появился биологический вид Homo sapiens. Аллель 7R появился от 50 до 60 тысяч лет назад в результате мутации. Вероятно, она была связана с первой глобальной авантюрой в истории Homo sapiens, выходом из Африки и стремительным расселением по планете. Ни одно живое существо не мигрирует подобно человеку. Неандертальцы — не исключение. Они тоже не были путешественниками. А вот наши предки всего за 50 тысяч лет заселили все континенты. Новейшие исследования показали, что рацион тех древних охотников и собирателей был сбалансирован почти идеально. В ходе неолитической революции сформировались зерновые центры, и источники пищевых ресурсов стали куда более надежны и стабильны. Хотя в целом цивилизованный человек стал питаться несколько хуже. Постепенно он начал утрачивать и ген авантюризма, характерный для охотников и собирателей, которым свойственна склонность к рискованному поиску новизны. Нецивилизованным людям в условиях нехватки ресурсов или сильно переменчивой среды 7R помогал выживать. Земледельцам же он был не нужен,
Им намного выгоднее было сделать ставку на здоровый консерватизм. Эту теорию в 2008 году подтвердило исследование африканской народности Ариаал, проживающей в Северной Кении. Было установлено, что в группах, ведущих кочевой образ жизни, носители 7R питаются в среднем лучше носителей других аллелей, а в группах, перешедших к оседлости, ситуация сменилась на обратную. В мозге существует зона, которую ученые называют зоной рая. Когда в ней появляется гормон мотивации дофамин, человек испытывает ощущение удовольствия, радости, счастья. Вырабатывается этот гормон, когда удовлетворены необходимые для выживания потребности в еде, питье, сексуальной активности и так далее. Это очень мощный механизм. Когда крысам с помощью электрода подавали ложный сигнал из зоны рая, они переставали даже пить и есть, бесконечно нажимая на счастливый рычаг. Алкоголизм, наркомания и тяга к азартным играм, кстати, формируются по такому же принципу. Если ген, ответственный за выработку дофамина, не в себе, то человеку требуются сильные раздражители, сильные ощущения. Такой человек гиперактивен, он все время должен находиться в погоне за новыми впечатлениями, рисковать, идти на какие-то авантюры. Носителям 7R, чтобы ощутить удовлетворение, нужно намного больше дофамина, чем подавляющему большинству людей. Но эта ситуация порождает не только великих артистов, спортсменов, ученых и такие исторические фигуры, как Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Христофор Колумб. Носители 7R могут быть склонными к деструктивным и антисоциальным действиям. Они способны решиться на самые страшные преступления. Ген авантюризма является ответственным за многие удивительные феномены. Скажем, за повышенную сексуальную активность. Например, Чингисхан считается самым плодовитым мужчиной за всю историю человечества. Сегодня каждый 200-й житель Земли является его потомком. В ходе далеких миграций по Великой степи носители 7R получали адаптивное преимущество и размножались эффективнее, чем люди с более уравновешенным нравом. Вообще, при кочевом укладе носители 7R лучше живут и оставляют в среднем больше потомков. В 2007 году ученые Пенке и Миллер опубликовали данные о том, что все транссексуалы и люди, склонные к сексуальной распущенности, имеют аллель 7R. У женщин, страдающих нимфоманией, также обнаружена эта форма гена. Интересно, что совсем недавно в американской педагогической практике детей делили на два типа – спокойных фермеров и не в меру активных охотников. Последним ставили диагноз – синдром дефицита внимания и гиперактивности и прописывали седативное. Недавно же была обнаружена корреляция между этим синдромом и геном авантюризма. Было предложено даже формировать классы по генетическому признаку. Но и на этом приключения гена в современном мире не закончились. В 2010 году генетики университетов Сан-Диего изучали роль дофаминового рецептора D4 в формировании политических взглядов у молодых американцев. Они установили, что если у носителя аллеля 7R широкий круг общения, то он с высокой долей вероятности будет придерживаться крайне либеральных взглядов. А вот политические предпочтения обладателей других вариантов гена с числом друзей оказались никак не связаны. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.